Если Иерусалим – город трех религий, то колыбель христианства – Назарет, город, где Мария получила благую весть и где Иисус провел большую часть своей земной жизни. Здесь, в Назарете, жили Иосиф и Мария. Недалеко от их дома находился источник, куда Мария ежедневно приходила за водой. Главная христианская святыня находится здесь, в греческой православной церкви Благовещения. Согласно преданию, архангел Гавриил возвестил Деве Марии первые слова Благовещения, когда она набирала воду из источника. Над этим источником сейчас находится православная церковь. Мария часто приходила с кувшином к этому источнику за водой. И однажды она услышала голос ангела: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». И стала оглядываться, чтобы узнать, откуда раздается этот голос. И, не увидя никого, испугавшись, возвратилась домой, где произошло второе Благовещение о святом зачатии и рождении от нее Сына Божьего, Спасителя мира. В крипте церкви Благовещения находится тот самый источник, где Мария получила благую весть. В евангельские времена это был единственный источник в Назарете, и Мария не раз приходила сюда за водой. Из этого источника пил воду сам Иисус. Воду из этого источника мы имеем возможность пить и сейчас. Для удобства паломников была создана система отведения воды из источника. Здесь можно набрать воду. Над источником устроен престол с чудотворной иконой Благовещения Пресвятой Богородицы. Вы знаете, это на самом деле невероятно, что спустя 2000 лет мы можем прийти сюда, к этому источнику, к которому приходила Мария, и воду которого пил Иисус. Современная церковь Благовещения или церковь Архангела Гавриила построена в XVIII веке на месте Византийской церкви IV века. Посмотрите на эти стены и своды. Это часть церкви периода крестоносцев. В настоящее время церковь принадлежит Иерусалимской патриархии. Основные прихожане здесь – православные арабы. Они являются самой большой христианской общиной на территории Израиля и составляют примерно 18 тысяч человек. Набрав воду из источника, Мария идет домой, и мы идем за ней. От источника до дома, где жили Иосиф с Марией, примерно 650 метров. Сейчас мы идем по ухоженной мостовой. Представьте Марию, которая ежедневно проделывала этот путь по камням, неся тяжелый кувшин, наполненный водой. Мы идем к самому важному месту библейской истории, месту, где все началось. Мы сейчас перед базиликой Благовещения. Здесь был дом, в котором жила Мария, и здесь к ней пришел архангел Гавриил, чтобы возвестить ей благую весть. Момент, который меняет не только ее жизнь, но и весь человеческий род. Не бойся, Мария, потому что ты обрела благодать у Бога. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его именем Иисус. Он будет великим, и его назовут Сыном Всевышнего. Как красиво! Купол церкви сделан в виде лилии, как символ чистоты и непорочности.
Но почему, живя в Назарете, Мария рожает Иисуса в Вифлееме? В те дни был указ Цезаря Августа о переписи населения. Он приказал, чтобы каждая семья вернулась в свой родной город. Мария, будучи замужем за Иосифом, считается частью его семьи, а он был родом из Вифлеема. Библейская история рассказывает нам, что Иосиф и Мария идут в Вифлеем, и в пещере, которая была хлевом для животных, рождается Иисус. Но в это время, боясь исполнения пророчества, царь Ирод Великий, который в то время правил Иудеей, велит убить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях возрастом до 2 лет. И Мария с Иосифом бегут в Египет, где Иисус будет расти примерно до 2 лет. А после этого семья возвращается в их родной город Назарет, где он проживет примерно до 30-летнего возраста, а затем переезжает в Галилею, в Капернаум. Иисус родился в Вифлееме, проповедовал в Галилее, был распят, погребен и воскрес в Иерусалиме. Но все в мире знают его как Иисуса из Назарета, как его и называют в Библии, потому что именно здесь он провел большую часть своей жизни. В Назарете началась не просто история. Здесь началась надежда, и она звучит до сих пор.